Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня будем говорить о 2022 году с точки зрения истории. За окном, к сожалению, нет снега, нету елочек, засыпанных снежинками. За окном собирается дождь у меня, скоро начнется гроза. Ну, что ж, очень характерный фон для разговора о грозном 2022 году. Спасибо всем, благодаря кому стала возможна запись этой лекции. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Заранее спасибо тем, кто не забудет сегодня нас лайкнуть или перепостить, кто подписался на наш канал, кто нажал колокольчик, чтобы получать извещения о выходе новых лекций. Сегодня заканчивается старый год, начинается новый. Каждый год, сколько я помню, все говорят: ох, какой этот год был тяжелый, пусть скорее уходит, следующий будет лучше. Это, к сожалению, такая банальная истина. Все время нам кажется, что следующий год будет лучше, а вот этот был ужасный. Но, наверное, большая часть моих зрителей согласится с тем, что мало какой год был столь же ужасен, как этот. И если нам в прошлом году казалось, что 2021 ужасный, 2020, то 2022 их переплюнул. Мы, конечно, надеемся, что 2023 год все-таки будет легче, но кто знает. Но сегодня мы будем говорить не столько о наших надеждах или разочарованиях, сколько об истории, правда, в будущем. Меня очень часто спрашивают: а что дальше будет с Россией? А чем закончится война? А какие прогнозы? Я историк, я не футуролог, не политолог, и предсказывать совершенно не берусь. Представление о том, что наше знание истории может нам помочь предсказать будущее, по-моему, совершенно неверны. Мы можем сказать, что в истории вот такие механизмы были, а какой из них сработает завтра, это вопрос очень сложный. И я совершенно убеждена в том, что нет какой-то одной предрешенной линии. Если бы можно было, узнав, как развивалась история 100 лет назад, сказать, что сегодня она будет развиваться вот так-то, так-то, насколько проще, и, наверное, примитивнее в то же время была бы наша жизнь. Но, увы или ура, это невозможно. Поэтому мы можем только какие-то общие предположения делать. Но это не задача историка. Но сегодня я попробую сделать вот что. Мне часто тоже задают такой вопрос: а как вы думаете, что будет написано в будущих учебниках истории про наше время? Или про Путина, или про войну, и так далее, и тому подобное. Что я могу сказать? Честный ответ, конечно, я не знаю, потому что мы с вами находимся внутри некой развивающейся системы. И оценить ее извне, и уж тем более сказать, как там, что будет дальше, это практически нереально. Но все-таки попробуем. Попробуем, опять же, исходя из каких-то, может быть, параллелей, из каких-то известных механизмов. Итак, попробуем представить себе, что будут писать историки о нашем времени в 2122-2123 годах. Они уже будут видеть последующие события, они уже будут знать, как все дальше развивалось. И, конечно, вот это нам предсказать сегодня сложно. Если бы этот вопрос я задала себе и вам в январе уходящего года, то ответ был бы совершенно не такой, как сегодня. В январе, конечно, мы бы все решили, что 2022 год будет восприниматься прежде всего как год уходящего побежденного ковида. Война совершенно затмила в наших умах ковид. Когда-то в феврале кто-то написал: верните нам наш ковид, потому что действительно все те ужасы, которые были в предыдущие годы, оказались в тени ужаса этого года. Но это не означает, что ковид исчез, и это не означает, что не будет в истории последствий этой пандемии. Потому что любая пандемия, как нам показывает история, имеет большие, далеко идущие последствия. Естественно, чем она сильнее, тем эти последствия
жестче и сильнее. Мы знаем страшную Юстинианову чуму VI века нашей эры. Она так называется, потому что очень есть подробное описание того, как эта чума ударила по Византии. И мы знаем, что император Юстиниан ей болел, правда, выздоровел. Но это не исключено, что была, может быть, самая большая пандемия в истории человечества. От Китая до Британии унесла миллионы и миллионы жизней. И мы знаем, какие странные, вот казалось бы, не связанные с болезнью последствия имела эта пандемия. Например, император Юстиниан, вот довольно большую часть своего правления, очень успешно воевал и явно пытался восстановить древнюю Римскую империю в полном объеме. В конце IV века Римская империя разделилась на западную и восточную. В V веке Западная империя рухнула под напором варваров и возникло множество варварских королевств, а Восточная Римская империя Византия осталась. Вот Юстиниан отправлял последовательно свои войска на запад и потихонечку отвоевывал у варваров разные территории. Он вернул себе Северную Африку, он вернул себе Италию. Казалось, еще немного, и он большую часть прежней империи возродит, и снова будет мощная, огромная единая Римская империя. Но началась чума. Дело, наверное, не только в этом, но началась чума, и дальше просто уже было не до завоеваний. Все, завоевания Юстиниана остановились, а в последующие десятилетия постепенно у его потомков отняли и то, что было возвращено. И дальше Византийская империя будет все больше и больше уменьшаться в размерах, но это уже другая история. Другая вещь, чума распространилась по Европе очень сильно, дошла до Британии. Есть версия, например, что нападение англосаксов на Британские острова, которые уже происходили в VI веке, потом они будут продолжаться в VII, что они были очень сильно облегчены тем, что в Британии были буквально области, где вообще никого не было, где никто не мог оказать сопротивление. Соответственно, англосаксы приходили, закреплялись здесь, селились, а оттуда дальше распространяли свое влияние. Еще ярче и многообразнее видно, как повлияла на все стороны совершенно жизни человечества черная смерть, чума XIV века. Наверное, самая знаменитая из пандемий, если не считать последней, ковидной. А чума XIV века, которая описана у Боккаччо в Декамероне, которая постоянно существует в образах. Чумные доктора в масках с огромными носами, разные жуткие истории тоже о вымерших городах. Вот здесь очень хорошо видно, как болезнь, казалось бы, вот эта болезнь, и ее последствия – это просто гибель большого количества людей. Но гибель большого количества людей не проходит просто так. Например, совершенно изменились экономические отношения. Ясно, что хотя эпидемия разит всех подряд, но богатые люди могли укрыться в каком-нибудь своем загородном доме, оттуда не выходить. Вот ситуация, описанная в Декамероне, где некая компания молодых людей удалилась из Флоренции и рассказывает друг другу истории, спасаясь от чумы. Богатые люди могли быстро позволить себе уехать из города, где начинается чума. Поэтому, конечно, бедняки страдали больше, им некуда было деться. После чумы во второй половине XIV века резкая нехватка рабочей силы, потому что очень не хватает людей. Просто люди умерли. Поэтому, например, совершенно меняются размеры жалования, которые люди получают. Поэтому во многих местах, где еще сохранялась какая-то крепостная зависимость, крестьян приходится освободить, просто потому что они уходят в город, а в деревне столько народу не нужно, сколько их осталось. Эта же чума, например, конечно, способствовала развитию медицины, хотя способы лечения чумы появятся только в конце XIX-XX веке, но доктора все равно экспериментировали, они находили что-то новое. Изменится совершенно духовная жизнь людей, потому что если во время чумы огромное количество верующих надеялось на милость Божью, уповали на нее, видели в чуме наказание Божье, а потом оказалось, что никому Бог не помог, что священники тоже умирали, и в огромных количествах, потому что они отпевали больных. И это был один из факторов,
который многих, не будем говорить, что всех, но многих привел к разочарованию в церкви и способствовал развитию, ну, я не буду говорить атеизма, конечно, но, во всяком случае, развитию каких-то скептических настроений и уже приблизил какие-то идеи нового времени. Вот такие совершенно разные вещи – экономика, наука, церковная жизнь – все это выяснилось, что вот после чумы все изменилось, по-прежнему жить уже было невозможно. И если мы переведем эти примеры на сегодняшний язык и посмотрим, вот сейчас у меня ощущение, я думаю, сейчас, может быть, и у многих из тех, кто меня слушает, какая пандемия, зачем вообще о ней говорить, столько всего другого происходит. Но она была. Вообще-то она на самом деле все еще существует. Люди все еще болеют ковидом. В Китае какие-то странные сведения о том, что снова взлет эпидемии. Другое дело, что, слава богу, появились прививки. Другое дело, что ковид теперь принимает более легкую форму. Но эпидемия, очевидно, действительно так постепенно сходит на нет. Превращается в какое-то более легкое заболевание. Но, во-первых, не может просто так пройти 2 года, когда погибло такое количество людей, и это просто забыто. И здесь тоже, как мне кажется, в будущем, что увидят историки? Они увидят, конечно, экономический спад, который произошел в самых разных сферах, и мы это видим до сегодняшнего дня. Почему-то вдруг стали меньше выпускать автомобилей и никак не могут снова расширить производство. Почему-то огромные проблемы с авиаперевозками. Вернее, понятно почему, потому что во время пандемии не нужно было столько персонала. Эти люди как-то переквалифицировались. Где теперь взять еще летчиков новых, стюардесс, техников быстро? Это вопрос. И это ощущается. Вот я как человек, который много летает, ощущаю это, что часто не хватает рейсов, рейсы отменяются. Это все еще существует. Вот насколько это будет казаться важным через 100 лет, это, конечно, зависит от того, как дальше будет развиваться экономика. Но то, что пандемия нанесла удар экономике, это, кстати, может быть начало какого-то ее возрождения замечательного. Но пока только этого не видно. С другой стороны, пандемия, конечно, привела к развитию науки. Какие огромные силы были вложены в развитие вакцин. И ясно, что это усилие будет иметь свое продолжение, может быть, в каких-то совершенно неожиданных для нас сферах медицины или фармацевтики. Но мне сегодня, вот из моего сегодняшнего дня кажется, что главные последствия для истории не эти. Не экономика, не медицина и наука, хотя, конечно, это очень важно. Но для меня существенно то, что пандемия показала в разных странах, далеко не только в России, показала, или, скажем, не показала, а вот вывела на поверхность какое-то глубинное недоверие людей к власти. Вот все эти бунты антимасочников, это нежелание подчиняться предписаниям. Я не знаю, может быть, в 22 веке это будут рассматривать как проявление свободолюбивого духа человечества. Сегодня мне кажется, что это нежелание следовать достаточно разумным правилам, которые правительства пытались вводить. Не все они были разумными, я знаю, но многие были. Нежеланием следовать, просто потому, что есть такое вот желание не подчиниться власти. И, может быть, потом это как-то будет анализироваться тоже и поставлено в какой-то более широкий контекст. Мы не знаем, как дальше будут развиваться отношения народов с правительствами, но то, что мы тоже видим сегодня, как очень сильно меняется вектор власти в разных странах, это, может быть, когда-то поставят в связь. То, как голосовали люди в Италии или во Франции, не имеет вроде бы никакого отношения к тем людям, которые не хотели носить маски. Но, может быть, это признаки какого-то общего заболевания организма или каких-то общих перемен. И вот отсюда, мне кажется, что я бы провела линию к другому, важнейшему историческому фактору, скажем так. Какой огромный, невероятный взлет суеверий, мифов, диких представлений подарил нам ковид.
Но в 22 году этого уже было меньше, конечно. Тут было не до таких представлений. Но если вспомнить с начала эпидемии, все эти разговоры о том, что имбирь спасает от ковида, а с другой стороны какие-то дикие предположения о том, что прививки лишают мужчин мужской силы, а женщин возможности рожать, чипирование, Билл Гейтс как страшный гений человечества. Вот все это вроде бы просто странные анекдоты, о которых хочется пожать плечами и сказать дураки. Но все не так просто. Опять, если посмотреть в прошлое, можно сказать так, что во время каждой эпидемии, и не только во время эпидемии, во время любого кризисного периода, вдруг из какой-то глубины бессознательного, из каких-то странных воспоминаний выплывают вот эти вот представления о том, что есть какие-то страшные враги, которые жаждут нас отравить. В V веке до нашей эры, во время войны Афин со Спартой, когда в Афинах началась эпидемия, мы не знаем точно, что это была за болезнь, возможно, это была чума, возможно, что-то еще. Но ходили слухи, что это спартанцы отравляют колодцы, и поэтому идет болезнь в Афинах. Точно так же, как в XIV веке, во время Черной смерти, говорили, конечно же, как всегда, говорили, что это евреи отравляют колодцы, все на колодцы всегда грешат. Такая была интересная версия, что прокаженные, которые сами были изгоями, хотели, чтобы всем людям стало плохо, и поэтому они подкупали евреев, чтобы те отравляли колодцы, чтобы все заболевали чумой. Так как прокаженные тоже были такой группой людей, которых очень боялись, вот они-то заговоры и устраивают. И сегодняшние разговоры про фармацевтические компании, наживающиеся на болезнях, про Билла Гейтса, про странные прививки, от которых там бог знает, что происходит, это, в общем, воспроизведение на новом материале вот этих древних страхов. Ну и мы можем сказать, что такие же страхи были, например, во время Первой мировой войны и революции. Ну, то есть не такие же, там не было речи про фармацевтические компании, но слухи, шпиономания, поиски заговорщиков, все это было тоже. Вот я сейчас читаю очень интересную книжку Моники Блэк, которая называется «Земля, одержимая демонами», о Германии после Второй мировой войны. Когда в Германии, в такой рациональной, культурной, цивилизованной Германии, после того, как она прошла эпоху Третьего рейха, расцветают после войны суеверия, вера в целителей, к которым тысячи и тысячи людей собираются, ожидание конца света, многочисленные предсказания всяческих ужасов. Ясно, что в какой-то мере это бывает всегда. Но вот после войны, когда открылись все ужасы нацизма, но они еще совершенно не были переработаны. Германия не признала, не поняла свою вину, не переработала свою травму. И просто взрыв этих представлений, которые, наверное, были какими-то вполне конкретными вещами порождены. Ясно, что после войны было очень много искалеченных, раненых, контуженных людей, страдавших от холода, от голода. Здоровье было очень плохо. Доступ к хорошей, нормальной медицине в первые послевоенные годы был далеко не у всех. К тому же немецкие врачи невероятно скомпрометировали себя участием в нацистских жутких экспериментах. И в этой обстановке буквально молитвенное отношение к целителям, когда тысячи шли за этими людьми. Понятно, как бы рационально объясняемо. Но, может быть, это еще и выплеск неких страхов, потому что целитель лечит душу тоже, или, по крайней мере, претендует на это. И вот здесь можно в какой-то мере связать все страхи, клубившиеся вокруг ковида, с последующими вещами. Есть такой очень интересный антрополог Александра Архипова, который сейчас собирает разные слухи, байки, странные истории, которые передаются людьми. Оказывается, что огромное количество людей, как в моем детстве
пересылали письмо счастья. Да, тебе передавали бумажку, написано, если ты ее 10 раз перепишешь, отправишь 10 друзьям, то будет тебе счастье, здоровье, еще что-то. Сегодня пересылают по электронной почте. И вот пересылают странные сообщения о том, что кто-то купил огурцы, огурцы оказались отравленными украинцами. Каким образом? Зачем украинцам отравлять огурцы? Это полный бред, естественно. Но почему-то это возникает. Потому что есть страх. Страх, который нагнетается извне. И который, наверное, ложится на какие-то внутренние проблемы, комплексы в масштабах всей страны. Тогдашние, предыдущих лет, страхи из-за вакцины, чипирования, интернета 5G и тому подобных вещей, они как-то очень плавно перетекли в страхи перед украинской фантастической несуществующей нацистской угрозой, перед какими-то загадочными бандеровцами. Можно сказать, это разные вещи. Сегодня власть в России осознанно плодит эти дикие истории, пропаганда запугивает людей, конечно. А в предыдущие годы, во время ковида, наоборот, говорилось о том, что вакцина – это хорошо, что развитие интернета – это полезно. Да, это как бы разные. Но кто знает, может быть, через 100 лет как раз историки выстроят некую линию, которая нам сейчас незаметна. Может быть, она начнется даже задолго до ковида, потому что похожие страхи, похожие дикие истории рассказывались и про предыдущие эпидемии. А целители, преклонение перед ними уходит еще в эпоху перестройки. Можно вспомнить Кашпировского с его сеансами, Алана Чумака, который какую-то воду заряжал. Здесь выстраивается какая-то линия, которую я сегодня не способна указать, где ее начало, и уж тем более, где ее конец. Но то, что есть некое странное внутреннее напряжение в России, безусловно, во многом и в других местах, которое принимает такие странные, оккультные, суеверные формы, наверное, это не просто так. И, наверное, это о чем-то говорит. Если этим будут заниматься историки, то они, конечно, не ограничатся 2022 годом и даже не ограничатся временем пандемии, а будут ставить это в какой-то более широкий контекст. Но если мы пойдем дальше по 2022 году, то понятно, что февраль заслонил январь, заслонил все предыдущее, и началась какая-то совершенно новая и очень страшная жизнь. И все-таки, что бы ни говорили про ковид, а я уверена, что будет множество исследований, пандемии, ее воздействие на демографию, на экономику, на психику людей и много всего другого. Но, наверное, все-таки можно с довольно большой долей уверенности сказать, что 2022 год будет историками восприниматься прежде всего как год агрессии России в Украине. И с этой точки зрения нашу эпоху будут рассматривать. Но рассматривать это явление, это страшное, жуткое, кровавое явление, тоже можно по-разному. Наверное, с одной стороны, будут просто работы, скажем так, фактологические, которые будут подробно описывать наступление, отступление, военные действия и так далее, и так далее, и тому подобное. Я, конечно, всей душой желаю и надеюсь на то, что завершаться все эти истории будут окончанием войны, восстановлением границ Украины и миром. Надеюсь еще, что и мы увидим это. Но помимо просто фактов, конечно, здесь будут и другие вещи. Ясно, что такой ужас, как тот, который происходит сейчас, безусловно, вызовет, собственно, уже вызывает взлет размышлений об ответственности, о том, кто несет ответственность за то, что происходит. Очевидно, так же, как об этом пишут, говорят сегодня, будут писать и говорить еще очень много. Мне хочется надеяться, что когда накал страстей нынешних остынет, то станут ясны какие-то вещи, тоже которые, скажем, после Второй мировой войны не сразу были осознаны, а потом постепенно человечество к ним приходило. Например, такая простая мысль, сегодня очень сильно забытая, о том, что целый народ ни в чем не может быть виноват. Сегодня
российская пропаганда упирает на какую-то ужасающую склонность украинцев к нацизму и вообще объясняет, что украинского народа вообще не существует, что, конечно, полный бред. А зато, с другой стороны, вот меня в каждом втором интервью спрашивают что-нибудь вроде того, а какие исторические факторы определили склонность русских к жестокости или там, к деспотизму? Ну, на что я всем могу ответить, что таких факторов нет, ни исторических, ни биологических. Мысль о том, что какие-то национальные качества передаются генетически по наследству, это очень устаревшее представление. И, в общем, мы можем вспомнить тех, кто говорил, что есть народы или расы, как они говорили, высшие, есть низшие, которые не могут смешиваться, что у одних рас одни качества, у других другие. Это опасная дорожка. Она ведет к фашизму. Наверное, мне хочется думать, что и это вспомнят историки будущего. А с другой стороны, мне хочется думать, опять же, что они увидят то, как Россия, жители России будут осмыслять то, что произошло, и будут бороться с собственными проблемами, изгонять собственных демонов, прорабатывать свои травмы и так далее. Но это опять уже мы на почве футурологии находимся. Если говорить о том, что происходит сейчас, ведь как на это будут смотреть, сегодняшнюю ситуацию можно рассматривать в контексте самых разных проблем. Ну, во-первых, очень острое ощущение есть, по крайней мере, сегодня, то, что Путин сегодня пытается восстановить Советский Союз. И, очевидно, вот эта попытка будет ставиться учеными в общий контекст существования и развития империй. Но опять, мне так кажется сегодня, потому что сегодня это очень многих интересует по понятным причинам. Об этом много говорят, об этом много пишут. Может быть, об этом будут писать через 100 лет, но уже на каком-то новом материале. Но что мы видим сегодня? Мы видим, что есть империи, существовавшие много веков. Священная Римская империя возникла в X веке и просуществовала, меняясь, конечно, с разными модификациями до начала XIX века, когда Наполеон прекратил ее существование, но она никуда не делась, она просто стала называться Австрийской империей, опять же, изменила свою структуру. Позже Австрийская империя будет называться Австро-Венгерской и окончательно рухнет в 1918 году. То есть получается, что она существовала 1000 лет примерно, но рухнула. Османская империя, которая в XV-XVI веках достигла невероятного расцвета, затем постепенно начинается упадок, XIX век уже она слабеет, как Николай I называет ее умирающим, больным, чье наследство надо разделить, и после Первой мировой войны заканчивает свое существование. То есть империи могут длиться долго, потом что-то происходит. Если мы посмотрим на карту Европы XIX века, то мы увидим, что большая часть территории Европы занята империями. Есть огромная австрийская, Австро-Венгерская империя. К концу XIX века есть еще Германская империя. Юг Европы занимает часть огромной Османской империи, которая распространяется и в Азию, а Восток занимает Российская империя. Если мы посмотрим на Европу после Первой мировой войны, мы увидим, что все эти империи рухнули, они все развалились. Устояли колониальные империи, морские, те, у которых владения были где-то далеко, британская, голландская, французская, но они рухнут после Второй мировой войны. Все. Империи вроде бы исчезли. Вопрос о том, почему это произошло, интересный, по этому поводу есть самые разные представления. Конечно, самое распространенное и напрашивающееся – это то, что с конца XVIII и в XIX веке развивалось, в общем, не существовавшее до этого национальное чувство. Нам трудно себе представить, но, однако, в средние века люди совершенно не определяли себя принадлежащими какой-то нации. Они говорили... Если бы мы спросили какого-нибудь человека XIV века, ты кто? Он сказал бы, я христианин, я мусульманин, я иудей, или я подданный такого-то короля, такого-то князя, или я житель вот этой деревни, я житель вот этого города.
Представления о нации сформировались с конца XVIII века. Вот немецкий философ Гердер придумал национальный дух, и с этого момента все завертелось, когда романтики стали воспевать особенности каждого народа, когда начали изучать фольклор, когда начали говорить о том, что вот национальный дух этой страны отличается от того. И сначала это все были такие культурные упражнения. Потом национализм стал связан с освободительным движением. Две страны в центре Европы, которые в XIX веке все еще не были объединены, это Италия и Германия. Они объединяются. В течение XIX века идет борьба за объединение разных итальянских и немецких государств, и все это под знаком бурного национального движения, развития национального самосознания. Параллельно с этим множество народов, которые входят в состав империи, хотят освобождаться. Вдруг разные обитатели Османской империи вспомнили, что они не просто православные или католики, а они болгары, они сербы, они греки и так далее, и так далее. Жители Австрийской империи вдруг поняли, что они чехи, словаки, венгры, румыны и так далее, и так далее, и тому подобное. То, что для нас сегодня само собой разумеющееся, тогда было, в общем, довольно новым явлением. И вот эти национальные движения, конечно, во многом империи развалили. Хотя при этом, как один историк очень остроумно сказал, что империи были сами своими немезидами, то есть мстительницами, губительницами, потому что чем ближе к Первой мировой войне, тем больше сами империи играют на национальных чувствах разных своих подданных. Кого-то они привлекают к себе, кого-то, наоборот, угнетают. Скажем, например, и Российскую и Австро-Венгерскую империю волновали польские граждане, украинские граждане. Во время Первой мировой войны, особенно потому, что война к этому времени – это уже не дело каких-то благородных профессионалов, военных, а это дело призванных в армию тысяч людей. Среди этих людей, призванных в армию, есть люди разного этнического происхождения, говорившие дома на разных языках. И вдруг правительство империи замечают, что вот люди, говорившие на украинском языке, скажем, часть из них живет на территории Российской империи, часть на территории Австрийской. Они будут воевать друг против друга. Как с этим быть? Возникают, например, в Австрии попытки как-то использовать русинов, так называли украинцев, сыграть на их национальном самосознании, использовать их против России. Точно так же, как Россия, например, будет использовать чехов и словаков, попавших в плен, чтобы их направить воевать против Австрии. И это тоже обостряет национальные чувства, национальное самосознание. И после Первой мировой войны империи рушатся, возникает множество национальных государств. Что происходит дальше? Эти государства худо-бедно строят свою жизнь, свою власть, свою культуру. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. И есть две империи, которые восстанавливаются. Одна восстанавливается совсем на короткое время, или, вернее, пытается восстановиться. Это Третий рейх, который рушится, к счастью, но какой ценой. А другая империя, которая восстанавливается, это Российская империя в форме Советского Союза. На месте Османской империи сегодня множество разных государств. На месте Австрийской империи тоже половина Европы. Большевики после революции и гражданской войны сумели собрать под своей властью почти все территории прежней Российской империи. Но они не сумели получить Польшу, они не сумели получить Финляндию, они не сумели получить Балтийские государства, сначала, по крайней мере, пока Сталин их не захватил. Остальные территории вошли в состав Советского Союза. Таким образом, был совершен интересный эксперимент, потому что развалившаяся Российская империя вроде бы как восстановилась. Но она оказалась совершенно другой. И дело не в том, что больше не было царя, а была власть коммунистов. А дело в том, что Советский Союз состоял из национальных республик. То, о чем даже помыслить не могли в Российской империи. Российская империя делилась на губернии, или на генерал-губернаторства, которые формировались совершенно не по этническому принципу.
минуточку. Советский Союз состоял из национальных республик, в каждой из которых предполагалось, что существует так называемая титульная нация, основная. Ее язык очень важен в этой республике, он изучается наравне с русским, национальная культура и так далее и тому подобное. Мы, конечно, можем сказать, что это все была фальшивка. Не было никакой свободы народа, не было никакой настоящей дружбы народов. Ну, или в чем-то было, но на самом деле все это большевики использовали в своих интересах. Но эти республики-то были. Там была своя элита, пусть партийная, пусть все было искаженное. Там была своя национальная культура. Мы тоже можем сказать, что она была 10 раз искажена, что на самом деле она подавлялась. Вот в каждой республике выбирали какого-то одного деятеля культуры, которого назначали главным. Вот по Украине главным был Тарас Шевченко, про него говорили. А все остальное это вообще как бы не существовало. Но в этой суперискаженной форме, когда шаг в сторону ты сделал, тебя уже обвинили в буржуазном национализме и отовсюду выгнали, а может быть и посадили. Но все-таки эти национальные чувства развивались. И поэтому, когда Советский Союз разваливается, то он разваливается не просто так. Это очень распространенное мнение, что Советский Союз развалился, потому что Ельцин, Шушкевич, Кравчук встретились в Беловежской пуще, выпили там и подписали Беловежский договор. И все. Вот, значит, 3 мужика развалили империю. Так не бывает. Это просто невозможно. Очень интересный социолог Дмитрий Фурман сказал очень правильную вещь, что вот бывает, что человек болеет, а симптомы не видны. А потом он умирает. И все говорят, он же был здоров совершенно. Почему он умер за 2 дня? А он болел на самом деле куда дольше. Только этого не видели другие люди. Вот Советский Союз постепенно шел к своему развалу и развалился. И то, что сегодня Россия пытается в какой-то мере восстановить Советский Союз, не признаваясь в этом, конечно, но, в общем, ясно, что к этому дело идет, по крайней мере, в воображении Путина. Это невероятный эксперимент. Это попытка 2-й раз восстановить развалившуюся империю, такой 3-й рейх создать. Дурной каламбур, но уж простите. На мой взгляд, это абсолютно невозможно. Потому что после распада Советского Союза все республики пошли своими путями. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то более демократическим путем, кто-то менее. Но это уже невозможно отыграть назад. Ну, по крайней мере, так кажется мне сегодня, в конце 2022 года. Я бы очень хотела знать, что будут писать историки в 2122 году, опираясь на события грядущих 100 лет. Будут ли они говорить, что вот Путину удалось восстановить Советский Союз или там, Российскую империю, хотя, как мне кажется, это сделать невозможно, и возможно только устроить страшное кровопролитие. Будут они писать о крахе этого эксперимента? Ну, скорее всего, да. Сегодня опять в очередной раз повторяю, что мы сегодня внутри этой системы, и поэтому говорить о том, что будет завтра, сложно. Но я не могу себе представить нового восстановления империи. И с этим вопросом о восстановлении Российской империи очень тесно связан другой вопрос, который в этом году мне много раз задавали, да и не только мне. И постоянно идут рассуждения о том, распадется ли Россия на какие-то мелкие кусочки. И вот если я не верю в восстановление империи, то точно так же мне очень трудно себе представить развал России на Дальневосточную республику, Уральскую республику, Северокавказскую республику, Поволжскую и так далее. Ну, потому что мне кажется, что, во-первых, очень уж сильно перемешано все население. Перемешаны люди разных языков, разного этнического происхождения, переезжавшие из одной части страны в другую. Мне очень трудно себе это представить просто чисто экономически, как может возникнуть какая-нибудь, условно говоря, Поволжская республика, которая будет окружена другими, как она будет жить. Но прежде всего, я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это такое упование на здравый смысл, что, наверное, в нынешних обстоятельствах, может быть, не всегда правильно. Но вот когда распадался Советский Союз, то было хорошо видно, что довольно большое количество жителей разных республик хотели этого отделения. Мы знаем, что этого хотели не все. Можно вспомнить
результаты референдума, который проводил Горбачев в 1991 году. Но этого хотели многие. Вот референдум в Украине в конце 1991 года показал, что подавляющее большинство населения хотело жить в независимой Украине. Мне трудно себе представить, чтобы большинство жителей того же Поволжья или Урала или Дальнего Востока хотели жить в независимых республиках. Мне кажется, что или этого хотят какие-то крайние националисты, или этого хотят элиты, заинтересованные в неких финансовых потоках. Надеюсь, что я никого не обижаю тем, что это говорю. Другое дело, что, опять же, может быть, в 2122 году какой-нибудь историк случайно набредет на эту запись и скажет, да чего же наивна эта женщина, как она не могла увидеть уже назревавших национальных движений. Может быть. Опять же, я понимаю, что энергичная элита может очень быстро повести за собой людей, особенно если вдохновлять их националистическими лозунгами, и увести очень далеко. Поэтому, кто знает, может быть, через 100 лет будут уже изучать какой-то конгломерат маленьких государств на территории бывшей Российской Федерации. Мне бы хотелось, чтобы Российская Федерация просто преобразилась, чтобы изменились отношения между центром и регионами. Но чтобы некая общая государственность сохранилась. Ну, через 100 лет увидим, к чему все это приведет. Но вот все то, что связано с имперским наследием, с распадом империи, с возможностью создания новой империи, это только одна часть вопросов, которые наверняка будут решать историки, глядя на наш страшный кровавый 2022 год. Конечно, другая группа вопросов, ну, по крайней мере, те, которые сегодня все время возникают, к которым снова и снова возвращаются, это вопросы о том, ну так, грубо говоря, как Россия дошла до жизни такой. Почему в России появился Путин, почему Россия опять скатилась к диктатуре и так далее и тому подобное. Ну, что можно по этому поводу сказать? Что как минимум с XIX века, а может быть и раньше, огромное количество историков видела в истории России корни самодержавного управления. Кто-то видел их со знаком плюс, а кто-то видел со знаком минус. Но говорили примерно об одном и том же. О том, что Россия переняла традиции Византии со священной властью императора, с такими дружескими очень отношениями церкви и власти, в отличие от Европы, где католическая церковь всегда была таким противовесом власти. Кто-то говорил о прекрасных византийских традициях, кто-то говорил об ужасном византийском самодержавии. Этого можно очень много найти у российских историков, философов, ну, там, воспевавших византийские традиции, с одной стороны, или видевших там в этом ужас и трагедию России. Вот как у Бродского в «Путешествии в Стамбул», где для него все, что связано с Византией и с османами, это вот та традиция подавления, которая передалась России. Орда. Еще один фактор, который тоже кто-то ставил знак минус, что вот от Орды идет рабство страшное, ну, как, скажем, Чаадаев в философическом письме, а кто-то видел в этом плюс, защиту от Запада, ну, как, скажем, там, Лев Николаевич Гумилев и другие тоже. Иван Грозный. Для кого-то Иван Грозный человек, выкорчевавший все основы российского самоуправления, свободы, сформировавший деспотизм ужасающий, ускоривший процесс закрепощения, потому что разорил страну. Об этом тоже много писалось и говорилось в разное время. А для кого-то, вот сейчас у нас идет тенденция к оправданию Ивана Грозного. Он, оказывается, очень мудрый был государь, он добродетельный был государь. Да. Картину Репина предлагают убрать из Третьяковки, чтобы не оскорблять образ батюшки-царя. Но во всяком случае, вот и те, и другие считают, что Грозный, конечно, огромную роль сыграл в российской истории. Это, безусловно, так. Естественно, Петр I дальше тоже человек, с одной стороны, совершивший рывок, с другой стороны, очень сильно закрепостивший Россию. Крепостное право, которое столько времени существовало в России аж до 1861 года. И вот, понимаете, это все верно. И мне трудно с этим не согласиться. Все эти факторы, конечно, повлияли на развитие России. Но
Во-первых, на эту линию можно выстроить другую линию, основываясь на которой можно по-другому взглянуть на историю России. Византия дала определенные традиции России, традиции православия, традиции царской власти. Но, скажем, Болгария или Греция, которые сегодня успешно входят в Евросоюз, тоже были когда-то частями сначала Византийской империи, потом Османской. И ничего. Орда. Да, конечно, власть хана была очень велика. Да, князья унижались перед ханом и враждовали друг с другом, и ездили в Орду, и там доносили друг на друга, и много еще всего происходило. Все верно. За этот год, кстати, как раз я придумала такой ответ на это утверждение. В те века, когда русские князья ползали на брюхе перед ханами, в Германии были вольные города с самоуправлением, магдебургское право и много всего другого. В Италии расцветала эпоха Возрождения, тоже независимые республики или княжества, богатство городов, самоуправление. Однако это не уберегло ни Германию, ни Италию от тирании в 20 веке. Значит, нет вот такой простой линии вытянутой, что вот раз была Орда в XIV-XV веке, значит, обязательно будет Путин в 21-м. Это слишком примитивно. Точно так же, как Иван Грозный был жуткий, кровавый, садист, ужасный, разоривший страну, очень многое уничтоживший, действительно, там, разгромивший Новгород прекрасный и много всего другого. Ну, вообще-то, государей жестоких и ужасно обходившихся со своими подданными было довольно много. Можно вспомнить правление испанских королей, Габсбургов, Карла I, Филиппа II, которые преследовали мусульман и евреев, изгоняли их, а те составляли торговое и ремесленное население, которые дали огромную волю инквизиции, преследовавшей всех. Сегодняшняя Испания, в общем, отличается кое-чем от России. А можно себе представить Францию той же эпохи, когда жил Иван Грозный. 1572 год – это год, когда в России была отменена опричнина. Когда Грозный отменил опричнину, опричнина длилась всего 7 лет. Но этих 7 лет хватило, конечно, для того, чтобы ужасающий удар нанести по всем институтам, по всем слоям российского общества. 1572 год – это год Варфоломеевской ночи в Париже, когда католики будут резать гугенотов. И Варфоломеевская ночь, столь знаменитая, это только одно проявление религиозных войн, которые длились много десятилетий во Франции. И страну совершенно довели до ужасающего состояния. Значит ли это, что Франция обречена на диктатуру? Похоже, что нет. Короли, державшие в своих руках абсолютную власть, опирающуюся на государственный аппарат, были ли они только в России? Как насчет Людовика XIV, например? Крепостное право сохранялось в России до 1861 года и, конечно, очень сильно ослабило экономику России и очень сильно на нее повлияло. Это такая банальная вещь, наверное, на ней останавливаться нечего, это все совершенно ясно. Но можно сказать, что в Германии в XVI веке уже вроде бы исчезнувшее закрепощение крестьян возродилось. Потом Германия была совершенно разорена в XVII веке. И, скажем, в некоторых ее частях крепостное право сохранялось до XIX века. В Пруссии, в сильнейшей части еще раздробленной Германии, крепостное право отменили в 1807 году. На полвека раньше, чем в России. Полвека с точки зрения истории немного. Все эти исторические рассуждения к тому, что мы совершенно не обязаны видеть в истории России некое предопределение. Сегодня очень модно, вот откуда-то вытащили эти бело-голубые цвета Новгородской республики. Это стало таким символом неприятия путинской России. Я не знаю, может быть, опять же, в 2122 году бело-голубой флаг будет уже совершенно естественным флагом новой обновленной России. Хотя, мне трудно это себе представить, но очень может быть. Но не случайно обратились к Новгороду. Можно сказать, да, конечно, а вот Иван III присоединил Новгород к Москве, а Иван Грозный Новгород разорил. Но до этого Новгород существовал сколько веков.
Была Новгородская республика, была Псковская республика. Они развивались, они знали самоуправление, независимость. Хорошо, эти республики исчезли, государство усиливается. Как насчет миллионов старообрядцев, не подчинявшихся давлению государства, работавших? И, кстати, их потомки работают до сегодняшнего дня так, как многим другим и не снилось. Это тоже жители России. Они тоже приносили что-то в ее развитие. Главный вывод из этого, я не уверена, что историки через 100 лет будут согласны со мной, не знаю. Но для меня очень важная мысль, и все время, весь этот год, естественно, все время думая об истории России, о ее судьбах, поворотах разных, которые могут с ней произойти, я все время думаю о том, что не может прошлое полностью определять настоящее и будущее. Конечно, есть такие вещи, как историческая традиция, как культурная традиция, как некоторая преемственность. Все это есть, но это совершенно не снимает с нас ответственности за происходящее. И то, что Путин сегодня творит, то, что он творит, это ответственность не Ивана Грозного, и не Петра Первого, и не Орды. Это, наверное, ответственность, скажем, моего поколения, которое не сумело добиться того, чтобы в 90-е годы по-настоящему были вычищены остатки советского строя, чтобы были сломлены секретные службы. И это такой нелестный для меня, для моего поколения вывод. Но я вижу в этом другую вещь, что это значит, что следующее поколение может действовать по-другому. И опять же, наверное, через 100 лет будет видно, к чему все придет и как все будет развиваться. Будет ли создана счастливая Россия будущего, на которую, конечно, трудно сегодня представить себе ее. Но еще одна вещь, которую я хорошо знаю как историк, о которой я все время говорю, и все время думаю об этом, что история может поворачиваться совершенно по-разному. И исторические традиции бывают разные. Мы очень привыкли к рассуждению о том, что в России человеческая жизнь ничего не стоит, права здесь нет. Как Ключевский говорил про 16 век, государство пухло, народ херел. И какая же здесь демократия? Я недавно писала книгу о истории смертной казни, которая вышла в издательстве «Альпина», и сравнивала законодательство разных стран. И я выяснила такую вещь. Соборное уложение. Судебник, сборник законов, который был принят в России при царе Алексее Михайловиче в 1649 году, который часто очень приводится как пример очень жестокого свода законов. Там действительно огромное количество преступлений, за которые полагается казнь. Там, конечно, ужасные наказания, вроде закапывания женщины, убившей мужа, по горло в землю, и так вот она и умирает постепенно. Очень большое количество преступлений, за которые полагается смертная казнь. Многие из этих преступлений сегодня бы нам совершенно не показались заслуживающими вообще кары тяжелой, или, может быть, даже вообще кары. Но если присмотреться к законодательствам других стран, то выясняется, что для XVII века, в общем, соборное уложение находится на уровне других законодательств, принципиально не отличается. Всюду ужасающие жестокие наказания, всюду разные жуткие формы казни и многое другое. А дальше происходит совсем интересная вещь, потому что в Западной Европе в XVII-XVIII веках, об этом много писал Мишель Фуко в своей знаменитой книге «Надзирать и наказывать», что в Западной Европе происходит резкое ужесточение наказаний. Куда хуже наказывают, чем, скажем, в средние века. Причем это все делается торжественно, пышно, вот как Фуко пишет о спектакле казни, когда казнь длится часами, подсудимого везут на повозке, он произносит речи, которые иногда даже тут же записывают, печатают и потом продают такие буклетики. Все оценивают, хорошо ли он себя вел перед казнью, плохо ли. Дальше жуткие пытки, которым его подвергают. А в России, как мы знаем, императрица Елизавета Петровна приказала, чтобы все смертные приговоры отправлялись ей на утверждение, и за 20 лет своего правления не утвердила ни одного смертного приговора. Мы знаем, естественно, знаменитые казни в русской истории. Пугачева, декабристов, народовольцев. Но это исключительные события. Они потому так и запомнились, в частности, что это было исключение. В Англии в первой половине XIX века,
казнили маленьких детей. В Англии в первой половине XIX века вешали за украденный платок. То, что было абсолютно невозможно в России. Значит ли это, что история Англии предопределила ее приход к деспотизму? Как видим, нет. Вывод, как мне кажется, очень прост, что очень много зависит от нас. Мне хочется, конечно, надеяться, что историки следующего века увидят, как в 23-м и 24-м годах проснется самосознание и начнется какой-то совершенно новый этап развития истории России. Я знаю, что, может быть, этого не будет, но почему бы не помечтать перед Новым годом? Два фактора, которые наверняка будут привлекать внимание историков следующих поколений и к которым все время мы обращаемся в этом году, это ядерное оружие, с одной стороны, и роль международных организаций, с другой. Ядерное оружие и как важнейший фактор истории, как мы понимаем, появилось не так давно, еще века нет. Но при этом понятие «атомный век», понятие новой эры, возникшей после, скажем, первых испытаний ядерного оружия или после того, как были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки, это все очень хорошо видно. Но при этом вот ощущение такое, что мы сегодня входим в какой-то новый виток отношения к ядерному оружию. Когда атомная бомба только появилась, она, конечно, вызывала ужас. Сначала было даже не очень понятно вся ее разрушительная сила. Ну да, придумали какое-то такое новое оружие, но много новых типов оружия было придумано. Когда были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки, стало ясно страшная, ужасающая разрушительная сила атомной бомбы, ее продолженное действие, ее невероятные масштабы разрушения. Ну и надо сказать, что страх перед ядерным оружием, страх перед применением атомной бомбы был, конечно, очень силен. И он усиливался возникавшими конфликтами во время Холодной войны, когда в 1948-1949 году первый Берлинский кризис, когда Сталин ввел блокаду Западного Берлина, и казалось, вот-вот начнется новая мировая война, она не началась. Ну, наверное, в частности потому, что атомное оружие было только у Америки в это время. Но ощущение, что вот-вот-вот может что-то начаться, оно было очень острым. Берлинский кризис показал, что до новой войны может быть один шаг. А дальше Соединенные Штаты и Советский Союз начинают наращивать вооружение. Уже в начале 50-х годов и у США, и у СССР термоядерная бомба, водородная, как мы ее часто называем. Все новое и новое ядерное вооружение, его все больше. Это уже не одна или две бомбы. И дальше все следующие десятилетия будет идти наращивание этих вооружений. Появится ядерное оружие у Великобритании, у Франции, начнет расширяться вот этот так называемый ядерный клуб. И, конечно, пик страха, ужаса, ожидания апокалипсиса – это Карибский кризис. Мы не будем сейчас повторять это все. Отсылаю вас к моей лекции о Карибском кризисе. Но понятно, что в 1962 году в течение нескольких недель миллионы людей ощущали, что, может быть, завтра начнется ядерная война, и все, и все погибнем. Вот казалось бы, что из этого вывод должен был быть сделан. Если это все так страшно, если так легко начать ядерную войну, надо всем соединиться и бороться против этого. Понимаете, что самое интересное? Что ведь действительно боролись. Вроде бы действительно договаривались. В 1963 году, на следующий год после Карибского кризиса, был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, над землей, под водой. И это уже был большой шаг. В 1968 году будет международный договор о нераспространении ядерного оружия. В 70-е годы Советский Союз и Америка подпишут договор об ограничении стратегических вооружений. Потом, второй подпишут, но не ратифицируют. Только СВ-1 ратифицировали. Сокращают количество ракет. И все договоры не перечислить. Их было много. Между разными государствами. Международные. Решения ООН. Все очень хорошо. Это все правильно. Очень здорово, что это было. Но при этом, как ни странно, вот есть такое ощущение, что, скажем, к началу 2000-х годов, по большому счету, никто
не воспринимал ядерное оружие как реальную угрозу. Все знали, что оно существует, про чемоданчик с ядерной кнопкой. Все смотрели многочисленные фильмы, где предсказывалась какая-то ужасная ядерная зима. Или же про террористов, которые захватывают ядерное оружие или пытаются его захватить. Все мы, люди, живущие последние несколько десятилетий или много даже десятилетий на Земле, все мы знаем о существовании ядерного оружия, о его угрозах, о радиации, о ударной волне, о световой волне, вспышка справа, то, что надо ложиться ногами к вспышке, заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище, как говаривали в моем детстве. Но вот именно то, что это можно было уже шутить по этому поводу. Нас в школе обучали, начальной военной подготовке, объясняли, как реагировать, когда вспышка справа, вспышка слева, атомного взрыва. Никто это всерьез не воспринимал совершенно. Никого это не пугало. И, в общем, понятно почему. Потому что есть договоренности. Потому что, слава богу, никто не применяет ядерное оружие. Да, конечно, разговоры там о террористах, это опасно. Атомные электростанции, Чернобыль, конечно, многих навел на разные размышления. Но Чернобыль это уже переводит все в несколько другую плоскость. Это просто техногенная катастрофа. А войны, слава богу, нет. Тем более заканчивается холодная война, начинается совершенно новый этап. Там в конце 80-х, 90-е годы. Уже бояться совершенно нечего, казалось бы. Вот это вот ощущение существовало довольно долго. В 2017 году ООН разработала договор о полном запрещении ядерного оружия. Он вступил в действие в 2021 году. Его ратифицировало 50 государств. Долго разрабатывали, были конференции специальные. И те, кто подписали этот договор, обязуются никогда, ни при каких условиях не производить ядерного оружия, не использовать его, не получать его у других стран. Ну, в общем, полностью от него отказаться. Какой замечательный результат. Есть, правда, только одно «но», что ни одна из стран на сегодняшний день, обладающих ядерным оружием, в этой конференции, на которой принимался этот договор, даже не принимала участие. Я уж не говорю о том, чтобы подписать этот договор. То есть получилось, что страны, не имеющие ядерного оружия, договариваются между собой о том, что они не будут его применять. А страны, имеющие ядерное оружие, говорят: ага, хорошо, договаривайтесь, договаривайтесь. На это, в общем, никто особенно не обращал внимания. До 2022 года, когда вдруг возможность применения, пусть даже там ограниченного ядерного удара, снова стала рассматриваться как реальность. В своей лекции о Карибском кризисе я цитировала очень известного украинского историка Сергея Плохия, который замечательно сказал о Карибском кризисе, что тогда он был разрешен успешно, мирно, потому что и Хрущев, и Кеннеди, и их советники, при всех их различиях огромных, это были люди, боявшиеся атомного оружия. Они выросли в тени Хиросимы, Нагасаки, они думали про это, они опасались этого. И вдруг он сказал такую вещь, мне прям страшно стало, когда я слушала это его интервью, что сегодняшнее поколение, прежде всего политиков он имел в виду, но и не только, они не боятся. Они выросли в тот момент, когда принимались эти договоры, когда ядерное оружие уже превратилось в какую-то такую совершенно символическую угрозу. И он сказал: пора бы нам снова испугаться. Вот я не исключаю, что историки будущего увидят 2022 год как такую отправную точку, когда человечество по-новому посмотрело на угрозу ядерного оружия. Может быть, это даже не отправная точка, а точка такой концентрации вещей, потому что дело не только в ядерном оружии, в ядерной энергии. И, может быть, здесь тоже будет проведена линия от Чернобыля, от Фукусимы, но все-таки 22 год – это именно год, когда выясняется, что Россия может угрожать применением ядерного оружия. То, чего никто не делал в предыдущие десятилетия. Наверное, это очень многое изменит. Я не берусь сказать, что. Я не берусь сказать, как. Если бы я знала, какие будут предложены варианты решения этой проблемы, я была бы, наверное, величайшим политиком в мире. Но сегодня никто не может этого сказать. Но то, как сегодня снова человечество боится ядерного удара, это обязательно должно породить какие-то
какие-то новые инициативы. Какие? Ну, через 100 лет увидим. В 1913 году Герберт Уэллс работал над романом «Освобожденный мир». Роман этот вышел в 1914 году. Когда через несколько месяцев после его выхода началась Первая мировая война, то, конечно, было полное ощущение, что он ее предсказал. А там действительно очень много интересных пророчеств. Сам роман читать скучно, скажем прямо. Это, в общем, не столько роман, сколько такой философский трактат, где, какие-то бледные герои действуют просто для того, чтобы оживить философские размышления автора. Но размышления очень-очень интересные. И понятно, он в начале 20 века видит, Уэллс был очень зоркий наблюдатель, он видит новое явление. Он видит очень быстрое развитие техники, которое может привести и действительно приведет к ужасающим трагедиям Первой и Второй мировой войны. И вот в его романе человечество изобретает атомную бомбу. Там, правда, у него все неправильно с технической точки зрения, совсем не так устроена реальная атомная бомба, как у него, но во всяком случае изобретают страшное жуткое оружие, которое уничтожает половину цивилизации. Мир лежит в руинах. И вот как Уэллс 100 лет назад, 100 с лишним лет назад, описывал происходившее. Тем, кто живет при разумном и прогрессивном социальном устройстве, нелегко понять и неинтересно исследовать причины, которые привели человечество к войне, разыгравшейся около середины XX века и затянувшейся на целые десятилетия. Нельзя упускать из виду, что политическое устройство мира в те годы решительно повсюду необычайно отставало от уровня знаний, накопленных обществом. Это наиболее характерная черта того времени. То есть наука и техника уходят вперед, политическое устройство отстает. Очень актуально. Повсюду бразды правления попадали в руки энергичных, честолюбивых, недальновидных, ограниченных людей, упрямо не желавших видеть открывшихся перед человечеством новых возможностей и слепо цеплявшихся за устарелые традиции. Тоже, в общем, все осталось как было. Среди этих устарелых традиций особую опасность таили в себе, пожалуй, границы различных суверенных держав, а также концепция общего превосходства какого-либо одного государства над другим. Современный историк, описывая ту эпоху, утверждает, что это было время, когда человечество верило в непреложность некоторых отвлеченных понятий и было слепо к очевидным фактам. И в самом деле, те, кто жил в начале XX века, должны были бы, казалось, ясно видеть, что война стремительно становится невозможной, имеется в виду по последствиям своим ужасным. И тем не менее, они явно этого не замечали. Они не замечали этого до тех пор, пока атомные бомбы не начали рваться в их неумелых руках. В течение веков количество энергии, которую завоевывали и подчиняли себе люди, неуклонно возрастало. В военном отношении это означало, что способность наносить удар, способность разрушать также неудержимо возрастает, а возможность спастись, избежать этого разрушения не увеличивалась ни на йоту. И любые виды пассивной обороны, любые защитные средства, любые укрепления – все сводилось на нет этим чудовищным ростом разрушительных сил. Способ же применения разрушительных сил становился настолько доступным, что любая самая незначительная группа недовольных могла им воспользоваться, и это означало полный переворот в полицейской системе и внутреннем управлении государства. А дальше происходит, вот по представлению Уэллса, происходит следующее. Что-то война почти приводит к уничтожению человечества и цивилизации, но все-таки не приводит. Выясняется, что все атомные бомбы использованы, и все государства объединяются и создают некую такую вот всемирную державу, устроенную совершенно по-новому. Установление нового порядка, начавшееся в таких гуманных формах, протекало, во всяком случае, по мерке прошлых эпох,
чрезвычайно быстро. Воинственный дух человечества истощился. Лишь кое-где еще притаилась свирепость. В течение многих десятилетий политическая разобщенность приводила к чудовищному усилению воинственной деятельности человечества. Теперь это стало очевидно. Оказалось, что стремление вооружаться в значительной степени опиралось на побуждения, отнюдь не такие уж агрессивные, на страх перед войной и воинственными соседями. Потрясение, пережитое человечеством, заставило его на какой-то срок сбросить личины. Почти все умные люди, которые до сих пор поддерживали сложившуюся еще в древности враждебную разобщенность, ощутили внутреннюю необходимость действовать с открытым забралом и без задних мыслей. И в этой атмосфере общего нравственного возрождения почти не было попыток продать свое согласие на новый порядок подороже. То есть, что происходит в представлении Уэллса? Человечество, которое поняло, что оно находится на грани гибели, начинает договариваться между собой. Представители всех мировых государств собираются на Конгресс, чтобы установить новый, разумный, прекрасный порядок. Они больше не хотят воевать, они хотят все устроить по-новому. И это переводит нас к следующей теме, которая, конечно, тоже будет очень волновать историков будущих веков, а именно роль международных организаций. Потому что разные проекты, которые в разные века составлялись, всегда люди хотели добиться вечного мира. У меня есть об этом лекция на канале, можно там узнать о разных совершенно проектах, которые были в XVI веке, XVII, XVIII, XIX. В общем, при всех их различиях, они сводились к одной мысли. Надо договариваться, надо заключать договоры, союзы. Иногда предлагали, что должно быть всемирное правительство, должна быть международная организация, которая будет помогать договариваться. И такие организации действительно пытались сделать. В 1815 году, после Великой Французской революции, наполеоновских войн, был создан Священный Союз. Маркс сказал, что это был союз монархов против народов, то так с тех пор нам и объясняют, что его создали, чтобы подавлять революции. Священный Союз подавлял революции в разных странах, действительно. Но вообще-то это была первая попытка как-то договориться. И они еще решали вопросы о границах, о таможнях. То есть они пытались как-то договариваться между собой. Прошло несколько десятилетий. Никто никогда не объявлял о распуске Священного Союза. Но просто интересы держав настолько разошлись, они, в общем, в 15 году действительно все были объединены страхом перед возрождением наполеоновских войн. А потом настолько стали видны противоречия между ними, желание захвата разных территорий, экономическое соперничество, что Священный Союз приказал долго жить. Вторая половина XIX века – это беспрерывные какие-то конфликты, войны между разными державами, небольшие по масштабам XX века. Это создание военных союзов. И все это, наконец, приведет к катастрофе Первой мировой войны. После Первой мировой войны всеобщее желание не допустить больше ничего подобного. Каким образом? Договариваться. Создается Лига наций. На нее принято смотреть как на абсолютно бессильную организацию. Не совсем так. Она решала многие важные вопросы экономические, о перемещенных лицах, опять же, о тех же таможнях, о преступлениях разнообразных. Но войны новой предотвратить она не смогла. И поэтому в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций, у которой больше возможностей, чем у Лиги наций, которая может посылать миротворческие войска, которая может проводить огромные проекты. Но сегодня мы видим, что Организация Объединенных Наций не может предотвратить, и до Украины еще много чего не могла предотвратить ООН. И остановить войну в Украине он не может. Возвращаясь к роману Уэллса, там происходит следующее. Представители разных стран собираются на Конгресс, где они собираются учредить новый мировой порядок. Тут выясняется, что есть один монарх, который этот их Конгресс не признает. Мало того, он не просто не признает, у него осталось 3 атомных бомбы. Вот они все бомбы уже потратили, бомбя друг друга, а у него 3 штуки осталось. И он посылает на этот Конгресс, чтобы сразу всех правителей уничтожить и стать господином мира, он посылает своих летчиков, которые должны сбросить эти бомбы.
У Уэллса все кончается замечательно. То есть этот самолет перехватывают, бомбы оказываются не сброшены, Конгресс побеждает таким образом, устанавливается мировая идиллия, скажем так, прекрасное развитие, мир, цивилизация, наука. Все очень хорошо. Поставлена очень важная проблема. Договариваться очень хорошо. А что делать, если кто-то не хочет договариваться? Вот это так же, как с запретом ядерного оружия. 122 страны одобрили договор, 50 стран ратифицировали, а страны, владеющие ядерным оружием, вообще не обратили внимания на этот договор. И в чем его смысл? В том, что заявлены некие идеи. И, наверное, как мне кажется, что историки через 100 лет будут смотреть на 2022 год как, к сожалению, на очень яркое проявление слабости международных организаций, которые не могут остановить эту войну, которые не могут вмешаться в нее, которые не могут защитить Украину по-настоящему, не могут закрыть небо в Украине. И что? Могут выражать свою озабоченность, могут вводить санкции, да, конечно, но не более того. Никаких миротворцев отправить туда невозможно, эти миротворцы должны будут воевать. Это уже не миротворцы, это уже вмешательство в войну. И на самом деле, если мы оглянемся на предыдущие десятилетия, то мы увидим, что эта ситуация возникла не в 22 году, она просто с особой яркостью здесь проявилась. Потому что было уже несколько войн, в которых очень хорошо проявлялась слабость ООН и невозможность что-либо сделать. Сама структура Организации Объединенных Наций, которая была задумана в военные годы и реализована в послевоенные, отражает, в общем, реалии того мира. Мы знаем, что постоянные члены Совета Безопасности – это Соединенные Штаты, когда-то был Советский Союз, теперь Россия, Великобритания, Франция, Китай. Здесь нет Германии, здесь нет Японии, естественно, стран, поверженных после Второй мировой войны. Здесь нет никого из Латинской Америки. Это, конечно, отражает такую старую картину мира. Другая вещь. Мы все слышали про Генеральную Ассамблею ООН, которая принимает резолюции, которая кого-то осуждает, которая что-то решает. Проблема заключается в том, что Генеральная Ассамблея ООН практически ничего не может решить без Совета Безопасности. Основная власть в ООН принадлежит Совету Безопасности. Постоянные члены Совета Безопасности имеют право вето. Это значит, что любое решение неприятное России может быть блокировано. Любое решение неприятное Америке тоже может быть блокировано. Неприятное Китаю может быть блокировано. Все. И выхода отсюда нет. И последние десятилетия показали попытки вмешиваться в какие-то конфликты в обход ООН. Потому что ООН, оказывается, не способна решить эти вопросы. В 1998 году, когда Сербия разрывал конфликт между властью Сербии и жителями Косово, который тогда был автономной частью Сербии, когда режим Милошевича проводил этнические чистки в Косове, и остановить их никто не мог, и убедить его, ООН явно не была способна что-либо сделать, потому что было понятно, что любые решения будут блокированы Россией, и тогда начинается операция стран НАТО, которые бомбят Сербию, чтобы таким образом остановить этнические чистки в Косове. Этнические чистки были остановлены, но было порождено множество новых тяжелых проблем – человеческих, международных, дипломатических. В 2011 году, когда разворачивалась гражданская война в Ливии, Совет Безопасности принял решение о создании бесполетной зоны в Ливии, чтобы не дать правительству Каддафи возможности бомбить города, контролировавшиеся оппозицией. Удивительным образом Россия почему-то не блокировала это решение, хотя этого все ожидали. Но Россия и Китай воздержались при голосовании. Резолюция была принята, и на основании этой резолюции была создана международная коалиция, в основе которой были, конечно, страны НАТО, которые бомбили Ливию. Мы знаем другие международные коалиции в Афганистане, в Ираке. Все это разные варианты, когда войну пытаются остановить военными способами. И возникает очень большой вопрос, насколько это возможно и насколько это допустимо. 2022 год показал, что это уж точно недопустимо в той ситуации, когда у агрессора есть ядерное оружие. На самом деле вопрос, допустимо ли это и в других ситуациях. Но ужас в том,
что вот к концу 22 года ничего другого пока никто не придумал. То есть или это может быть просто давление международного сообщества, постепенное, медленное, санкции, которые могут существовать десятилетиями, выражение беспокойства, озабоченности, возмущения, или применение вооруженной силы. И, конечно, всей душой я надеюсь, что через 100 лет историки будут писать, вот кризис 22 года привел к тому, что были выработаны новые формы вмешательства международного сообщества. Ну, я не знаю, какие. Уповаю только на будущее. Через 100 лет посмотрим. Что можно сказать в завершение? Я не сомневаюсь, что 2022 год будет очень интересен для историков. Ну, как давно написал Николай Глазков, чем интереснее для историка, тем для современника печальней. 2022 год, конечно, поставил огромное количество проблем, или незаметных до этого, или слабо заметных, или как-то вот сконцентрировавшихся к 22 году. Проблем философских, проблем исторических, политических, международных. И я уверена, что если проблема поставлена, пусть даже таким жутким образом, то это первый шаг к ее разрешению. Мы уже сегодня осознаем, что эти проблемы есть. Значит, есть надежда на то, что они будут разрешаться. Вы, наверное, слышали, что пока мы записывали эту лекцию, у меня за спиной грохотал гром, сверкали молнии, ливень страшный обрушился. А вот теперь гроза прекратилась, и буря промчалась. Будем надеяться, что что-то подобное произойдет и с миром, что 2023 год все-таки будет лучше 2022, что Украина вернется к мирной жизни, что справедливость будет восстановлена, что Россия начнет движение к свободе и к новому счастливому будущему, что те, кто сегодня несправедливо осуждены, выйдут на свободу и в России, и в Беларуси, что города, которые сейчас лежат в руинах, будут восстанавливаться, что люди выйдут из бомбоубежищ и будут жить мирно. Снова у всех будет тепло, и свет, и вода, и радость. Я не просто желаю этого всем, а я верю в то, что мы этого добьемся. Поэтому с Новым годом всех! И тех, кто встречает его дома в уютной компании, и тех, кто сейчас на чужбине, и тех, кто в разрушенных домах пытается собрать осколки своей жизни. Всех вас с наступающим Новым годом, и всем вам пожелания мира, свободы и счастья.